Приветствую всех! Конечно, у вас такое уже случалось, когда очень нравится какое-то произведение, вы находите ноты, но они кажутся слишком сложными. Или наоборот, аранжировка слишком простая, и вам хочется ее обогатить. Это то, чем мы сегодня займемся. В этом видео я возьму очень известную музыку, которую вы точно где-то слышали. Это тема Эннио Морриконе к фильму «Профессионал» «Ки-Май». Это великолепная мелодия, и ее мы менять не будем. Вместо этого мы поработаем над аккомпанементом, ведь именно он поможет изменить уровень сложности произведения. Послушайте сначала вариант средней сложности. Если этот вариант кажется сложным, мы можем ее адаптировать, эту пьесу, под ваш уровень. Для этого я предлагаю сначала проанализировать структуру аккордов и поработать только левой рукой. Умение распознавать аккорды – это огромный плюс для пианиста. Но если вы их еще не знаете, то я объясню базу. Возьмите блокнот, делайте какие-то заметки, и мы запишем схему гармонического плана. В некоторых нотах вы, наверное, замечали буквы и цифры над нотным станом. Это так называемая международная джазовая система обозначения аккордов. Это просто другой способ записи гармонии. И это хороший инструмент, который позволяет создать свой собственный аккомпанемент. И сегодня мы немножко познакомимся с этой системой. Итак, самый простой вариант. Мы будем просто играть аккорды целиком. Произведение начинается с аккорда ля минор. В нотах, если вы видите, написано АМ. Это значит ля. Ля – это А. Минор. Ноты ля, до, ми. И мы будем их вот так играть по одному аккорду в такте, как правило. Первый аккорд ля минор, следующий аккорд соль мажор. Затем третий такт аккорд фа мажор, фа ля до. Вы заметили, мы просто переместили пальцы на соседние клавиши. Затем мы перемещаем немножко пониже руку, это аккорд ре минор. И в этом же такте аккорд меняется, это соль мажор, соль си ре. Пока что у нас не было черных клавиш. Вот это очень просто. Я выбрала специальную тональность, чтобы избежать как можно дольше черных клавиш. Итак, мы на аккорде соль мажор, мы переходим на аккорд, следующий такт, до мажор, до ми соль. Следующий такт фа мажор, и в этом же такте ре минор. Следующий аккорд интересный. Я не буду называть его название. Это ноты ми, ля, си. Просто запомните, что это ми, ля, си. А в следующем такте нота ля переходит в соль диез. И аккорд становится ми мажор, ми, соль диез, си. Следующая, вторая часть, начинается таким же образом. Аккорд ля минор, ля, до, ми, соль мажор, соль, си, ре, фа мажор, фа, ля, до, ре минор, ре, фа, ля и соль, си, ре, соль мажор. Мы это все уже сыграли. Следующий такт, как и в первой части, до мажор. Затем, затем небольшое изменение. Фа мажор длится весь такт. Затем аккорд си, ре, фа. Это уменьшенный аккорд от ноты си, си, ре, фа. Запишите себе. И следующий аккорд это ми мажор. И вот здесь появляется соль диез. Ми, соль диез, си. И заканчиваем аккордом ля минор, ля, до, ми. Вот так мы разобрали гармонический план левой руки.
Надо его поучить, хорошо запомнить, все перемещения. Хотя бы почти наизусть. Но прежде чем добавлять правую руку, мы ее еще не разобрали. Я ее сыграю медленно, называя ноты. Аппликатуру я отметила над нотами. Вы можете ей следовать, можете не следовать. Здесь большой выбор аппликатуры. Начинаем. 4-й палец на клавишу ми и играем. Ми, ми, ми. Ре, до, ре. До, ла. Си, до, фа. Си, ла, си, ми. Ла, соль, ла, ре. Ми, ре, ми. Следующая фраза. Ми, ми, ми. Ре, до, ре. А вот здесь начинается изменение. До, ла 5-м пальцем. Си, до, фа. Си, ла, си, си, ла, си, си, ла, си, си, ми. Ла, соль, ла, соль, ла, соль, ла, ре, ре. Соль диез. Внимание, соль диез повторяется. Соль диез, фа диез, соль диез. Соль диез, фа диез, соль диез. Соль диез, фа диез, соль диез. Соль диез, ла. И еще раз нота ля. Внимание, нота ля залигована. Мы играем ее половинную с точкой. И затем просто держим палец, продолжая звук. Предыдущий такт, посмотрите. Соль диез отмечена перед нотой соль. И затем все ноты соль в этом такте мы играем на черной клавише. Также и нота фа. Только один раз написано, что это фа диез. А потом следующие 2 ноты фа мы играем по-прежнему на черной клавише. Это была правая рука. И сейчас очень медленно я буду играть 2 руками. Надеюсь, что вы хорошо поучили правую руку, вспомнили левую. И играем. Вот такая очень простая версия. Ну, конечно, она звучит довольно скромно. Но мы можем перейти к следующей версии, которую вы услышали в начале. В этой версии что меняется? Я буду играть вместо аккордов, я буду играть арпеджио. Очень простой арпеджио. Эти ноты, которые уже в аккорде, я повторяю одну за другой. Вот я сыграла аккорд ля минор, потом перехожу на соль мажор, фа мажор. Каждый раз 4 раза. А вот здесь 2 раза ре минор, соль мажор. Вот так до конца, ничего не меняется, одна нота после другой. Сейчас я сыграю очень медленно этот вариант, правую руку вместе с левой. Здесь надо быть очень внимательно, чтобы следить, когда ноты играются вместе, правая и левая рука. И во второй части будут очень сложные такты, вот на них я остановлюсь. А сначала играю просто медленно.
вернусь к тактам сложным. Напоминаю, это было в такте, где мы начали играть си, ля, си, си, ля, си, си, ля, си, си, ми. Вот это было непросто. Итак, что здесь происходит? Здесь есть 2 шестнадцатые, восьмая, 2 шестнадцатые, восьмая, 2 шестнадцатые, восьмая. И вместе с левой рукой надо играть так. 2 шестнадцатые соответствуют 1 восьмой в левой руке. Значит, мы играем вместе ля, затем вместе, опять вместе, правая, вместе, вместе, правая, вместе. Сложный ритм, но проведите линии, если вы распечатаете ноты или следуйте за моими объяснениями. Я сейчас сыграю то же самое, потому что затем еще 2 раза абсолютно такой же ритм. Играю медленно. Вместе, вместе. И так далее. Можно считать 1, 2, 3, 1, 2, 3, а правую считать таким образом. 1 и 2 и 3 и 1 и 2 и 3 и попадает на ноту 16, которая играется отдельно, не вместе с левой рукой. Ну, поработайте над этой фразой. Я перехожу в следующий такт, где мы играем в левой руке фа, ля, до, а в правой ля, соль, ля. Это все то же самое, просто немножко ниже, на одну клавишу спускаемся и играю медленно. И уже начался следующий такт. И такой же мотив еще на одну клавишу ниже, только в левой руке, внимание, ми, соль, диез, си. И здесь соль, диез, фа, диез, соль, диез. И сыграю только этот небольшой кусочек. Вот так мы разобрали вариант такой среднего уровня. И нам осталось еще 2 более сложных варианта аккомпанемента. Я думаю, что для них я сделаю еще одно видео, просто небольшая подсказка, как это будет звучать. А звучать это будет вот так. И так далее. До следующих встреч!